Итак, всех приветствую. И сегодня мы с вами продолжим разбирать позицию back mount. Как вы знаете, находясь в этом положении, наши ноги никогда не скрещиваем, да, и стараемся тазом держаться подальше от соперника, а грудью, наоборот, примыкать к нему, да, стараемся максимально ближе прижаться. И наши руки берут замок под названием seat belt, да, вот здесь. В прошлый раз мы с вами разбирали технику под названием лук и стрелы. Для этого нам нужно было руку, которая находится сверху, мы заправляли вовнутрь, брали отворот. Далее второй рукой перехватывали штанину, убирали ногу, вторую ногу закидывали, проваливали соперника. И отсюда, уходя назад, мы чуть-чуть затягивали за собой и проводили удушающий прием. Сегодня мы также поработаем еще над двумя удушками. И у нас как раз соберется полная картина, да, из основных базовых удушающих. Сегодня мы разберем удушку под названием разгада, ее называют. И она делается двумя способами. Захват и позиция у нас точно такая же, как и в первый раз. Да, все, мы делаем все то же самое, ничего не меняем. Только единственное, когда мы забираем захват, мы теперь вот этой рукой не штанину берем, а берем противоположный отворот, да, вот этот, вот здесь. И делаем такое движение, мы тянем вниз и тем самым натягиваем отворот, да, около шеи. Делаем так, чтобы максимально близко был прижат. Дальше я делаю вот такое движение. Одна рука тянет вниз, вторая рука тянет в сторону. И у нас получается вот такая удушка. Вот вниз и в сторону. И тем самым проводим удушающий. Это очень такой хороший удушающий, да, это классика, которая работает в принципе всегда. Еще раз. Вот мое было положение. Соперник всячески пытается выбраться, вы находитесь всегда здесь. Куда бы соперник ни двигался, вы постоянно двигаетесь с ним. Не должно быть такого, что вы оттянулись, и соперник пошел, а потом вы за ним пошли. Вы постоянно как одно целое с ним работаете. Забрали отворот. Все, если у нас есть вот этот захват, считайте, что 70% вы уже сделали. Вам остается просто перехватить отворот здесь и затянуть. Даже если бывает очень часто, что соперник не дает мне взять здесь отворот, он своими руками постоянно контролирует, срывает, можно сделать вот такую вещь. Мы забираем отворот снизу, да, берем прямо вот здесь, в самом низу. Чаще всего в схватках бывает, что кимоно не заправлено так, как сейчас, и отворот сам по себе болтается, поэтому взять его труда не составит. Вы его забираете и делаете следующее. Вы просовываете свою ногу вовнутрь и оттягиваете чуть назад, тем самым также натягивая отворот. И вот этой рукой мы начинаем душить. И делаем то же самое, да, получается. Еще раз. Забрали спину, отсюда заправили большой палец вовнутрь, раз. 4 пальца взяли отворот, зажали и максимально близко к шее. Все, вторая рука ушла за вторым отворотом и натягиваем вниз. Все, мы натянули отворот, и эта рука левая начинает тянуть в сторону, как будто мы, да, пытаемся отрезать, да, как сказать, как бы так. Вот. Если соперник срывает мою руку и не дает натянуть здесь отворот, мы уходим в самый конец, берем внизу за кончик кимоно, просовываем ногу и доделываем тот же самый удушающий. Второй вариант работы, который также больше как распространен как базовый удушающий, да, как базовая удушка, делается следующим образом. Мы все удушающие и вообще любые переходы со спины всегда начинаются только с базовой ситуации. Да, базовая ситуация у нас это вот, когда мы держим классический seat belt. Мы также забираем, но теперь мы не идем за этим отворотом. Да, соперник перекрывает его всячески, и не получается у меня взять. Тогда мы делаем следующее. Мы эту руку просовываем еще дальше и
И заводим прямо вот сюда, вот, за голову. За голову мы ее заводим, можно и тыльной стороной, да, завести, можно и внутренней ладонь поставить, да, разницы нет, у кого как получается. Убрали отсюда и делаем такое движение. Мы тянем назад и вот руку ведем в сторону. Да, получается вот. Уходим вот сюда. Еще раз. Находились мы с вами в этом положении. Получилось у нас взять отворот. Иду сюда, он мне не дает ногу постоянно убирать, захват срывает, да. Пытаюсь взять здесь, у меня также не получается, он все время срывает. Тогда я руку протягиваю вперед, поджимаю к себе, убираю ее за голову ему, за затылок. И отсюда делаю движение в сторону и оттягиваю чуть назад, тем самым делаю удушающий прием. Да, вот у меня ситуация. Значит, у нас в арсенале есть 3 удушающих. Да, изначально все 3 удушающих можно пытаться делать друг за другом. Если, допустим, один прием не получается у вас, вы переходите на второй прием и так далее. Постоянно пытаетесь маневрировать, чтобы соперник не мог предугадать ваше движение. Вы, забрав вот этот захват, стараетесь его никогда не терять. Это очень важный захват, потому что здесь большая часть работы уже выполнена. Очень тяжело бывает этот захват взять, потому что соперник все время руками контролирует, поджимает подбородок, и мы не можем так просто подобраться. Но когда вы взяли его, все, у вас открываются 3 варианта, 3 опции. Первая опция – это раз, вторая опция – 2, третья опция – это лук и стрелы, да, когда мы уходим сюда 3. Вот эти все 3 варианта вы пытаетесь проработать. Если у вас не получается что-то одно, например, вот здесь он завязался с вами в захват и пытается сорвать руку, и он все внимание уделяет только вот этой руке, вы ему даете убрать эту руку, вот, вы начинаете, он срывает, срывай. Он начинает срывать, вы убрали, сразу уходите сюда и доделываете уже лук и стрелы. И наоборот, если я, допустим, пошел на лук и стрелы, а он мне там не дает, убирает ногу, руку, тогда я возвращаю ее обратно, пытаюсь здесь, не получается, раз, ушел сюда, здесь задушил. Вот такие 3 варианта удушающих. Я считаю, за спиной находясь, это самые лучшие удушки, да, потому что классика есть классика, она работает всегда, поэтому пробуйте, учитесь, и если будут вопросы, обращайтесь.